Такого я еще не видел. Приехал отблагодарить парня, который помог тогда вот здесь вопросы порешать, хотя бы по связи, когда машину эвакуировали. Разъевал немножко заснять на границе Москвы с Подольском, ну, Щербинки с Подольском. Вот эти новые развязки, вот она здесь слева, вот они, ограждения всякие. Что-то, смотрю, полиции много, как-то тут все вот это намывают, рабочие стоят. Мне такое ощущение, что готовят все это к открытию, потому что прямо вот чистоту, порядок наводят. И как-то это все выглядит так, что не сегодня, а завтра торжественное открытие будет. Очень интересно, конечно же, будет воспользоваться новыми маршрутами. Мне кажется, они в моей жизни сыграют некоторую важную роль, сократят путь, например, домой из некоторых точек. Я подошел к воротам, что-то блеснуло. Ну-ка, видно, не видно. Вот. Вот кто у меня зимовать собрался. Шмел. Ну, зимуй, фиг с тобой. Что-то я в пробке стою, там, где пробки никогда не было. Единственное, что, смотрю, она сходится как раз в точке, где новую трассу открывают. Или же это связано с открытием трассы, или же там что-то произошло. О, блин, похоже, правда, открыли трассу. Да, вот уже машины едут, светофор работает, но он несколько секунд зеленый, и потом 70 с лишним секунд, 75, по-моему, я успел увидеть, красный. Ну это ж беда великая будет здесь просто. Вот уже сейчас пробки, а что здесь будет твориться вечером тогда, мне вопрос такой. Исторический момент. Вчера вечером я ехал, здесь еще ничего не работало, и знаки частично были еще в полиэтилен замотаны. Теперь вот, пожалуйста, уже движение идет по всем направлениям, светофорное регулирование. И вот я еду, сколько тут секунд дается. Вот я только пересек перекресток, он уже зеленый, уже все, отключается. В общем, в обе стороны здесь полная жесть будет. Да. Вот я в ту сторону пробку отстоял, и в эту сторону тоже народ стоит в пробке. Вот, по крайней мере, до заправки Газпромовской затруднено движение, причем конкретно. Да нет, по-моему, даже до перекрестка. Целиком и полностью. Давай, проскакивай. А дома нет света. Поэтому у меня романтический ужин. Последние солнечные деньки, осенние. Сегодня хорошо, вообще пасмурно обещалось, но солнце. И вот, замена антифриза, замена масла. Правда, с маслом проблема вышла, пробка грани. Сорвались, благо сосед есть инструмент. Помог сорванную пробку открутить. Но уже финальная часть. Уже все залито. Сейчас уже прогрев, доливка. Поеду сейчас мордой вверх, мордой вниз. Воздух повыгоняю. Масло уровень проверю. И, в общем-то, да. И, в общем-то, уже все. И финал будет. Ну, большое дело сделано. То есть в зиму подготовка. Но скажу сразу, сейчас антифриз, конечно, тут просто красота. Я помыл. О, бачок, все. Но вот упустил момент, буквально лишние 10-15 тысяч проехался, и он все, он помутнел, пошли какие-то вот эти вот маклаха, вот это всякие отложения. То есть я так думаю, зиму я отъезжу, и по весне еще раз сольюсь. То есть своего рода такая длительная промывка будет. Сольюсь, промоюсь еще раз. Дважды промоюсь водой, не поленюсь, потому что здесь, конечно, вот это вот снимать патрубок, снимать стартер, снимать лапку сцепления, чтобы его снять, чтобы добраться до болта, пробка, которая на блок цилиндра, слив. Вот. Либо же 2 раза слиться водой через радиатор, а потом уже последний раз слиться так. Ну, подумаю еще, как, короче, делать это все лучше. Но промыть систему надо. И, наверное, несколько лет подряд придется вот каждый год попромываться, потому что я не хочу, чтобы здесь у меня опять эта ржавчина, все эти дела были. Хочу, чтобы система была чистота и порядок.
А вот другой участок вот этого шоссе, которое туда вот связывает, по-моему, получается Симферопольское, да, с Калужским, или даже с Киевским, надо посмотреть. Вот та же самая басня. Вот мы тронулись, машины там уже вовсю ездят, пробка, короткий светофор и все. То есть для трассы вот той, которая еще нифига не загружена, конечно, все отлично. Там машин толком нет, а мы стоим. Теперь, получается, мне из гаража надо посмотреть. Может, мне вообще проще там другим маршрутом оттуда выезжать. Нафиг в пробках стоять так долго. Так, 85 секунд, по-моему, красный горит. А, 19 секунд дается на зеленый. Тут такого потока нет, блин, чтобы так перегораживать. Ну нахрена вот это сделали, конечно, блин, а? А у меня опята и тест новой сковородки. Опятами угостили. Блин, грибной вечер опять, класс. Можно бы еще, люблю с корочкой, чтобы позажаристее было, но уже соломка поломалась вся и уже нет сил терпеть просто-навсего. Так, ну вроде бы сегодня все норм, но мне кажется, он должен быть чуть-чуть поярче, единственное, что... Но, по крайней мере, не такой серый, как вчера был антифриз. Ну и мутноват. Наверное, все-таки я не поленюсь, сделаю еще одну замену. Не могу сказать, что прям помыл машину, но освежил точно. По крайней мере, вода из ямы не просто так была вылита. Грязь какую-то отмыл, и то ладно. Сначала думал, пацаны по крыше лазят. Выхожу, тут вот. Я говорю, здрасте, она мне кивает. Главное, ж никуда не улетает. А, слушай, мне тебе его угостить. А, нет, есть чем. Сейчас угощу. Да. Кусочек не взяла. На. Я вот тут положу сейчас. Смотри. О. Пришлось отойти. Главное, вышел, что в метре от меня ничего, нормально. Я отошел, подозревает, но изучает, что же я туда кинул. Еще говорят, вороны умные существа. Либо она в обход пошла, либо фиг его знает. Так, а дайте-ка я прокачусь. О, еще подумал, что-то вроде пробки меньше стали, увеличили время. Посмотрим новую трассу. О! Нифига себе, тут ему прям даже постамент сделали. Все, мы под защитой. Красота. Как раз мой район охраняет. Ну что хочу сказать, навигатор не ведет пока еще по этой трассе. Но сейчас посмотрим, как я здесь проскочу. Мне она начинает уже нравиться. На мотоцикле, когда она строилась, я здесь, конечно же, уже ездил. А, нет, сначала мне показалось, что тут зеленая волна отстроена. Но нет, попадаю под светофоры. Но красный свет достаточно короткий. А, все, понял, тут пешеход просто появился. А так пока ехал, все по зелени было. Надо по карте посмотреть, что куда выводит. Хотя навигатор, я думаю, достаточно быстро сейчас уже обновит карты и будет предлагать маршруты оптимальные. Ну... Классно, классно, классно. По-моему, здесь я могу выскочить прямо аж на шоссе. И надо будет посмотреть, как к метро выезжать. И вообще, как этой дорогой я могу рационально для себя пользоваться. Маршрут перестроен. Да, мне кажется, сейчас светофоры поднастроят, и все здесь поедет. Уже вот машин меньше. В ту сторону не вижу, но тоже вроде бы меньше. По крайней мере, на навигаторе пробок я не наблюдаю. Ну, дай бог, чтобы все это разрулило тут, разгрузило. Уже прошло объявление, что еще 2 корпуса сданы, заселяются. И вот теперь между этими корпусами тоже уже виден скелет. Это уже какая-то там 5-я, 6-я, я уже не знаю, какая очередь, какие там корпуса, какие улицы. В общем, меняется все очень сильно и стремительно. А вот с метро, походу, облом. У нас тут все, что обещали, не будет метро. Ну, по крайней мере, где-то до 1937 года точно. Ну, и тут специально поехал. Все уже. Открылся новый мост. Новая развязка.
указатели. И домой я могу заезжать теперь по новой трассе в объезд пробки. То есть навигатор выбирает, где лучше, где хуже. Вот он, новый мост. Буквально позавчера еще закрыт был. Перед мостом Подольск начиналась Москва. Москва кончилась, Подольск начался. Вот она трасса с другой стороны, на закат идет. Да, и людей стало побольше уже на третий день здесь машин. Сейчас все прохавают, посмотрим, как оно разгрузит. На что я надеюсь, в общем-то. Не зря же оно строилось-то. А вот она, станция Астафьева. Прям вот как раз над парковочкой проезжаю я. Ну тут щиты, ничего не видно. Вот там парковка. Ага. Вот так вот. То есть наблюдал я это все. Вот она, машины стоят, видно. И вот оно заработало. Да, и машин побольше стало. Ленька, тут теперь съезд есть сюда. Он, значит, сюда будет приезжать, парковаться. Так что теперь уже халява заканчивается. Машин больше будет. А, Лен, теперь народ учится перекрестки эти проезжать, да?